Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 марта, четверг. Разумеется, начну с сенсации. Буквально 40-45 минут назад в Киеве было опубликовано следующее заявление. В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агриман. Ну, я вам скажу так, учитывая все известные и неизвестные обстоятельства, британцы, конечно, на этот агриман ответят быстро и положительно. И вообще хотел бы отметить прозорливость. Вот что значит империя. Хоть над ней уже заходит солнце, не то что раньше, но интеллект и умение управлять государством и предвидеть будущий ход событий все-таки сохранился. То есть, как говорится, это то, что не купишь и не пропьешь. Вот как чувствовали британцы коварные? Резникову агриман ни в какую. То есть чувствовали, понимали, что надо сохранить это дело для более важных людей и более важных событий. Но я предчувствую, что это сообщение многих может повергнуть в состояние шока, уныния, непонимания ситуации. Поэтому, давайте рассудим, что это значит, в частности, для Валерия Залужного и для Украины. Во-первых, и я вполне допускаю, что многие радикальные, то есть люди с радикальными позициями, под радикальными я имею в виду скорее здесь активной политической позиции, наверное, бы предпочли, чтобы Валерий Федорович, вот после того, как его сняли с должности, занял активную гражданскую позицию и пошел в бой с шашкой наголо. В чем бы это сейчас выражалось? То есть выступал бы по телевидению, даже нет, на телевидении его бы, наверное, вряд ли пустили. Выступал бы на YouTube-каналах, критиковал бы, рассказывал, как это надо бы было делать или не надо. В общем, каким борцом бы стал. Я думаю, что это было бы неправильно. И, как я понимаю, личность, персоналити Валерия Федоровича, он другой человек. И вот ввязываться в такие бои бы сейчас, это значит бы просто растратить весь свой капитал. Человеческий, профессиональный капитал, это было бы не нужно. Сидеть дома, вот меня иногда спрашивают, особенно после моего предыдущего видео по поводу книги Игоря Петровича «Смешко». А где Смешко? Почему мы его не видим? А где вы его должны увидеть? На телемарафон он не пойдет, а в YouTube-каналах, считают... Вот Валерий Федорович бы, он бы не выступал на YouTube-каналах, это было бы неправильно. Сидел бы дома, как сидит генерал Смешко, как сидит генерал армии Радецкий, то есть люди, которые могли бы спасти Украину. Во-первых, не допустить войны 24 февраля 22 года. А если бы даже и допустили, произошло бы, то она бы была бы менее кровавой и менее ужасной, чем она есть. Вот сидел бы он дома, и что толку? Следующее. Вы знаете, откровенно говоря, я очень переживал за жизнь и здоровье Валерия Федоровича после того, как его сняли. По многим причинам. Одна из причин, как мне стало известно из соответствующих контактов в Пентагоне, верховная власть почему-то его не любила до такой степени, что не давала ему государственную охрану, даже когда он был главнокомандующим. Вот у Сырского, который на голову был ниже его, даже не имел штаба. Но у него была мощная государственная охрана. А Валерия Залужного почему-то власть не считала нужным охранять. Это когда он при должности был. А теперь, после того, как он оказался без должности, то я очень, так по большому счету, переживал за жизнь его и здоровье. И это очень, а может быть самое главное сейчас. Его нужно сохранить для будущего Украины. И, наконец, Туманный Альбион – это как раз то, что сейчас нужно для заведения. Это один из крупнейших, может быть, после Вашингтона, центров международной политики. А учитывая неопределенность с выборами в ноябре этого года в Соединенных Штатах, может быть, Лондон
является сейчас более стабильным и более подходящим местом, чем Вашингтон. И если это в худшем варианте президентом станет Трамп, то очень возможно, что Лондон выйдет на первое место. Поэтому это как раз то самое место, где и следовало быть Валерию Залужному в нынешней ситуации. То есть он лучше, во-первых, он наберется опыта международного, обзаведется связями, узнает много нужного и полезного для будущего лидера страны. Я, кстати, говорил неоднократно, это глубокое мое мнение, что одна из причин успеха некоторых стран Восточной Европы после развала Советского Союза в их реформах, в их политическом, экономическом развитии состоит в том, что они пригласили людей, которые жили за рубежом, которые имели опыт там, они видели, как живут люди, как работает система, они узнали изнутри, как функционирует государство, отдельные его структуры. То есть этот опыт будет, надеюсь, будет бесценным. Ну и помните, я не знаю, насколько это реально, то есть в российской истории много химер и легенд, но одна из них, а может, это и правдивая история, что Петр I, прежде чем начать воевать, вернее, после того, как получил под Нарвой по щекам, по-моему, в 1703 году это впервые случилось, он потом поехал с великим посольством по Европам учиться уму-разуму. Ну и, наконец-то, откуда пошла земля русская, я имею в виду древняя Русь, Киевская Русь, настоящая Русь. Помните, еще начинается, приехали к варягу. То есть Валерий Федорович, конечно, он никакой не варяг, но он будет находиться примерно там, где находился Рюрик, когда к нему пришли и сказали: велика страна, ну так примерно, да, я не точно цитирую, велика земля наша, но порядка нет, приди и наведи. Так что я думаю, что со всех точек зрения это правильный ход, самый хороший ход. И вижу дальше Валерия Федоровича как лидера украинского государства, который будет очень востребован после победы. Она так или иначе будет, она произойдет, дальше мы с вами обсудим, каким образом. И наступит момент, когда нужно будет менять систему государственного управления в стране. Потому что то, что происходит сейчас, но это самое непрофессиональная, это мягко сказано, непрофессиональная государственная система, которую я долго искал, чтобы одним словом определить, как можно назвать нынешнюю систему. Одним не получается, нашел два. Вот знаете, есть аристократия, форма государственного устройства, там демократия, есть ахлократия. А вот в Украине то, что сейчас есть, это страшная смесь. Это клептократическая лохократия, когда страной в тяжелейший период ее истории руководят, извините меня, лохи. Под лохами я понимаю людей, которые не имеют для этого ни соответствующего базового образования, ни опыта. Они ни черта не знают, что делать вообще, от слова «вообще». Единственное, что они умеют, это заниматься клептократией. Ну вот, так что добрый путь. И я считаю, что это один из немногих удачных ходов в кадровой политике нынешней администрации в Киеве. Следующее очень важное событие, которое сегодня произошло, это формальное присоединение Швеции к НАТО. Как написала Financial Times, Швеция присоединяется к натовскому озеру на пороге Москвы. Теперь все страны, которые омываются Балтийским морем, кроме России, все страны, они входят в Североатлантический альянс. И это, конечно, потрясающий успех в кавычках. Но если так, без шуток, то это оглушительный провал не то чтобы внешней политике, это исторический, это стратегический провал Кремля
и лично кремлевского нанофюрера. То есть если Петру Первому приписывают то, что он прорубил окно в Европу и как-то так вывел Россию из того загона азиатчины, что ли, да, даже не азиатчины, потому что, ну, Китай, Азия, но это другая же Азия. Он вывел из медвежьего угла, ну, отчасти, скажем так, два города, Петербург, Москва, из вот этого медвежьего угла, то Путин теперь ее обратно загоняет. Значит, что мы получили, что мы получаем в результате? Швеция становится 32-м членом НАТО. Вместе со Швецией в НАТО же входит и остров Готланд, который находится как непотопляемый авианосец прямо в центре Балтийского моря. Прежде всего выигрывают, как считается, страны Балтии, потому что у них была головная боль. Головная боль – это Сувалский коридор, который, как считалось с точки зрения стратегии России, Россия, если взбредет в голову начинать войну с НАТО, она перекрывает, опять-таки, если удастся, Сувалский коридор, это тот, который проходит между Польшей, Литвой и выходит туда, к Калининграду. Страны Балтии по суше отрезаются от других стран НАТО, и снабжение со стороны других натовских стран по суше практически перерезается. И это ломает всю стратегию НАТО, которая состоит в том, что если Россия нападает на одну из стран восточного фланга, то к этой стране тут же выдвигается, значит, помощь со стороны других стран НАТО по суше на первые несколько дней, чтобы задержать продвижение орд Мордора. И в это время, значит, из Вашингтона и Соединенных Штатов по воздуху, по воздушному мосту перебрасываются десятки тысяч военнослужащих американских вооруженных сил вместе с техникой. Это то, что раньше называлось операция Reforger, а теперь европейский Europe Defender Europe. Так вот, значит, вот такая была головная боль, такие были планы у России стратегические, и такая была головная боль у всего НАТО. Теперь этот вопрос решается автоматически, поскольку теперь Сувалский коридор не так важен. Теперь, в случае чего, снабжение пойдет, то есть Швеция превращается в логистический центр на северо-западе континента. Затем Готланд, как непотопляемый авианосец и логистический центр. И вот через него будет идти снабжение, вооружение стран Балтии в случае, если начнется российская агрессия. То есть это меняет в значительной степени, в стратегическом плане всю ситуацию. Дальше это обрекает Калининград на... Ну, фактически смертник. То есть Калининград, как центр, как российская военно-морская база, превращается фактически в мишень номер один. Потому что для того, чтобы вот обеспечить это снабжение в случае начала российской агрессии, Калининград – это будет первый объект, который должен быть уничтожен силами НАТО. Потому что там находится и Балтийский флот Российской Федерации, и кроме подводных лодок, я имею в виду прежде всего ядерных подводных лодок, и также там находятся Искандеры, которые могут нести ядерные боеголовки, но Москва, вот когда серьезный разговор заходит о ядерных боеголовках, а это вот серьезный разговор по поводу Калининграда, то до сих пор Кремль и ядерный карлик, кремлевский Медведев никогда не грозились, что у нас там есть ядерные боеголовки. Понимаешь, что это может плохо закончиться. То есть упреждающий удар по Калининграду в случае, если Москва замыслит агрессию против восточного фланга НАТО, Калининград – это будет первой мишенью. Поэтому гражданам Калининграда, вернее, российским гражданам, проживающим в Ленинграде, наверное, имеет смысл иметь, как это называется, тревожный чемоданчик или, тревожный чемоданчик на случай чрезвычайной ситуации. А лучше уже сейчас где-то начинать искать запасные аэродромы и туда съезжать.
Вот что значит присоединение Швеции. Дальше. Важнейший вопрос вообще, хотя это важный вопрос, но вообще самый стратегический, который еще идет корнями, упирается корнями в эпоху Холодной войны. В случае, вернее, накануне ядерной войны, ядерные подводные лодки, большая их часть, причем самые активные, это Северный морской флот. Они должны выйти из баз там в районе Мурманска и затем вот обогнуть Скандинавию и выйти в Атлантику через такие страны, как вот там идет значит, Скандинавия, там же Великобритания, и вплоть до Гренландии. Вот этот, значит, типа там треугольник есть. Это самое уязвимое место для российских подводных лодок. Ну, теперь Швеция, которая имеет огромный опыт слежения за советскими, еще советскими, российскими подводными лодками, со всем оборудованием необходимых, она в строю, то есть возможность маневра для России резко в этом смысле. Ну, в общем, все усложняется, очень, намного усложняется. Следующий фактор. Северная Европа, в которую входит, ну да, ее считают вот новый регион с включением Финляндии и Швеции, который простирается с севера, вернее, с востока на запад от Эстонии до Гренландии и с севера на юг от Норвегии до где-то Кракова. Вот теперь все это будет один вместе взятый регион в военном плане. И в этом регионе скандинавские страны, то есть это все вот Швеция, Финляндия, Норвегия и примкнувшая к ним Дания, они объединяют свои, прежде всего, ВВС, военно-воздушные силы. И тут же превращается в крупнейшую военную авиационную державу НАТО. Одну из крупнейших, скажем так, после Соединенных Штатов Америки. Количество самолетов вот у этого нового региона становится больше, чем у самой Великобритании и Германии. Ну, там по-разному их считают. Одних истребителей, получается, у них больше 245, примерно так. Причем это какие истребители? Это, извините, костяк у них F-35. И уже даже до официального формального присоединения сегодня Швеция начала с другими странами, в частности, с Норвегией, начали учения, и с Финляндии, начали учения, в которых шведские самолеты Гриффин вместе с F-35 отрабатывали взлет и посадку на шоссейные дороги Финляндии. Вы чувствуете это? Помните, я вам говорил по поводу того, что значит приближение НАТО к границам Российской Федерации, в частности, к так называемой северной столице. То есть F-35, которые могут нести, да и F-16, которые могут нести боеголовки Б-61, в воздушном пространстве уже отрабатывают взлет и посадку на их шоссейные дороги, а оттуда Storm Shadow с этой боеголовкой до северной столицы лететь 2-3 минуты. Это шах и мат. Все. Авантюры, там, болтовня про всевозможные страшные кракозябры, якобы имеющиеся в арсенале российских вооруженных сил, надо просто прекратить и дальше не позориться, чтобы не вызывать никакого смеха. Вот, значит, что происходит дальше. По этому поводу на прошлой неделе министр иностранных дел Лавров сказал в связи с предстоящим присоединением Швеции, что все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом. Кто бы мог подумать, как же так? Потому что американские военные имеют право делать в Швеции все, что хотят, посещать любые сайты и создавать любые, ну, имеется в виду базы здесь, и создавать свои. Да не просто многие десятилетия, 200 лет истории нейтралитета Швеции. И это что нужно было сделать, какому дебилу нужно было оказаться во главе российского государства, чтобы вот Швецию с
сбить с этого нейтрального пути, казалось бы. Вторая мировая война не смогла это сделать. Но стратегический гений бледной моли добивается невозможного. Вот такие вот, господа, у нас новости. И что интересно, вот, то есть еще вот это событие показывает все лицемерие, подлость кремлевской политики, стратегии, вот этой авантюры, которую они затеяли в Украине. Они же все это объясняли смертельной опасностью, которую несет для Мордора Украина, которая якобы может стать НАТО, разместить свои ракеты и так далее. Считали, сколько там минут этой ракете лететь от Харькова до Москвы. Сейчас в результате этой авантюры стратегическая ситуация для России гораздо хуже, намного хуже. Она просто катастрофически, так по большому счету, и тишина. Путин смиренно ответил, заявив о создании 2 округов – Московского и Ленинградского военного округа, но он может сколько угодно, он может еще Карельский там создать, он может создать Петрозаводский, сколько угодно на бумаге наплодить этих округов, но F-35 теперь взлетают с шоссейной дороги Финляндии, и ракете Storm Shadow с боеголовкой Б-61 лететь до Петербурга 2 минуты. Так что вовремя надо прекращать понты. Вот что стремительно стало на повестку дня в российской политике. И если есть там пару дебилов, ну, я имею в виду этих карликов, один кровавый, другой ядерный, то должна быть какая-то группа людей, которая осознает весь тот ужас, куда в который вверг страну этот главный владыка, царь России, и как-то так решить этот вопрос, потому что, ну дальше-то еще куда? Уже упасть дальше некуда. Хотел бы ответить на этот вопрос, поскольку он вот как-то вписывается то, что происходит. Но прежде всего, да, еще одно оперативное сообщение. Мы с вами в последнее время несколько раз говорили о инициативе Чехии, которую анонсировал на Мюнхенской встрече президент Павел по поводу закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Деньги собраны, как сообщил Bloomberg, но они, видимо, не торопят события. Bloomberg сообщил, что на этой неделе начнется, так сказать, уже будет составлен план, как организовывать поставки этих снарядов, и что якобы это может занять там несколько недель. На самом деле, как сообщают источники, деньги, а для этого нужно было собрать 1,5 миллиарда, их собрали. И даже говорят, страны Балтии, то есть которых не такой уже большой бюджет, даже они выделили все, что могли на эту инициативу. То есть это международный проект солидарности с Украиной, поддержки в тяжелую минуту. Никто Украину бросать, тем более сливать не собирается. Так вот, собрали эти 1,5 миллиарда, и поставка практически уже пошла. 800 тысяч снарядов, ну а там дальше ведутся еще переговоры о дополнительных объемах. Будем надеяться, что это облегчит положение ВСУ на фронтах, и это начало перелома ситуации. Ну а теперь к вопросу, о котором я вам сказал. Здравствуйте, Юрий, не могли бы вы описать ситуацию реальную? У нас тут уже просто ходят поговорки. У Раши с санкциями все есть, а у Украины нет ничего. Причем пишут издания, что они там, ну, видимо, в Раше, отлично восстановились и готовы воевать и воевать. Ну, опишу ситуацию так, вкратце. Вкратце я затрагивал эти вопросы в последних видео. Среди них, значит, самые крупные банки Китая отказываются финансировать и обслуживать российские компании, которые точно связаны с ВПК или могут быть связаны с ВПК. Россия многие годы, а в последние годы очень активно
клянчила кредит в юанях, обращаю ваше внимание, потому что в долларах ей никто не даст, и в евро тоже. В юанях просили кредит у китайцев, китайцы отказали. Вот такое отношение. Буквально, по-моему, в прошлом видео я рассказывал о том, что и с Турцией, это одна из тех стран, которая способствовала в значительной степени обходу, для России способствовала обходу санкций западных. Тоже наступили мрачные времена после президентского указа Байдена от декабря прошлого года о вторичных санкциях в отношении тех западных банков, которые помогают России обходить уже объявленные санкции. Вплоть дошли до того, что убивают уже не то что ВПК и все предприятия и компании, которые связаны с российским ВПК, но даже туриндустрию. На очереди новые кандидаты на вторичные санкции. Вот недавно была достаточно обширная статья, где было обречено на 2 страны из состава бывшего Советского Союза, которые входят в ОДКБ. Это Казахстан и Киргизстан, которые, по сведениям, по-моему, это Wall Street Journal была статья, которые активно использовались для России для обхождения санкций и получения тех деталей, чипов и прочих комплектующих, которые необходимы для производства российских ракет и прочих изделий. Ну, я думаю, что вот так, если посмотреть глобально, чтобы описать ситуацию, я хочу познакомить вас с тезисами основными, которые я нашел в такой программной статье, которая была помещена в издании Real Clear Defense. Это издание, которое работает в тесной связи с Пентагоном и описывает все эти военные дела американские, и в том числе публикует как оперативную информацию, так и концептуальные материалы. И вот этот один из концептуальных материалов, который озаглавлен «Противостояние глобальной России». То есть это программа того, что должны предпринять прежде всего Соединенные Штаты, желательно со всеми другими странами НАТО, для того, чтобы ответить на тот вызов, проще сказать, безумие, брошенного России, то есть совершенного Россией в связи с агрессией против Украины. Но это не только они оценивают, что это не просто агрессия против Украины, а это глобальная, это попытка или часть агрессии против Украины, часть глобального вызова России всему Западу и является отражением ее внешней и военной политики. Так вот, что нужно сделать и что они планируют уже, и они это сделают. Первое. Значит, нужно уменьшить источники самосохранения России. Это вот как раз то, о чем спрашивает уважаемый зритель. Как их так вот свернуть, прижать, удавить удавкой или горотой, чтобы их военно-промышленный комплекс не смог работать на полную катушку или хотя бы в той степени, в которой он мог бы обеспечить воспроизводство того, что уничтожается на полях сражений в Украине. Вот это относится, то есть надо закрыть лазейку в санкциях, просто и ясно. И вот здесь среди кандидатов Казахстан, как я вам сказал, Киргизстан. Затем необходимо пресечь поставки оружия из Израиля и из Ирана, и Северной Кореи. Тут пишется, что это будет непростой задачей, но, как видите, в Северной Корее процесс по сжиманию уже пошел в связи с то ли приостановкой, но будем надеяться, что эта приостановка станет бесконечной, поставок оружия и боеприпасов из Северной Кореи в Россию. То есть речь идет о пресечении поставок оружия в России и другие усилия по сжатию, по удавлению российской военной машины. И об этом уже свидетельствует, как пишется в статье, растущее число иностранных банков, которые ограничивают свой бизнес российскими клиентами, о чем я вам только что напомнил. Следующее. Здесь отмечается, что пока военное присутствие и вот эти безумства, которые творит сейчас Мордор,
имеет место в основном на европейском континенте и до сих пор пока ограничивается Украиной. Но Соединенным Штатам следует, и вообще НАТО, следует противодействовать поддержке России злонамеренных игроков везде за пределами Украины, где эти действия играют важную роль. Прежде всего, статья выделяется Ближний Восток, хотя, опять-таки говорят, не такое же большое присутствие там России, но злонамеренное. То есть в России сейчас наблюдается два места, где ее присутствие может иметь стратегический характер при небольшом, так сказать, численном плане участии. Это Ближний Восток, Сирия прежде всего, и затем Африка. Это так называемый африканский корпус. Кстати, об этом я хочу вам рассказать в одном из следующих. У меня очень интересная информация прямо из Африки по этому поводу есть, по поводу операции там африканского корпуса. Так вот, значит, нужно сосредоточить на удавлении России, действий России, операции в тех регионах, континентах, где российская военная деятельность рискует вызвать наибольшие негативные побочные эффекты, негативные для цивилизованного мира. Следующее. Вопрос касается ядерного оружия. Ну, во-первых, не распространение. Препятствие распространению ядерного оружия. Тут две страны ключевые – Северная Корея и Иран. Это будет непросто, сложно. И эти действия, то есть раньше как-то Запад, прежде всего США, в этих усилиях по сдерживанию, по недопущению Северной Кореи приобретения ядерного оружия, а также Ирана, как-то вот Запад надеялся на помощь и содействие Москвы. И это был один из главных факторов, который объясняет, почему иногда Запад закрывал глаза на некоторые действия Кремля, которые следовало бы пресечь. Они считали, что где-то мы там уступим Раше, но это мы компенсируем за счет поддержки России в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи и Ирана. Теперь, говорится, то есть про Рашу забывают во всем, и в этом вопросе в том числе. И все эти теперь усилия приходится и придется дальше предпринимать помимо России и даже в противовес России, которая может, наоборот, содействовать вот этим двум изгоям в их усилиях приобрести ядерное оружие. Дальше речь идет также о американо-российском соглашении по контролю над ядерными вооружениями, стратегический договор о СНВ, срок действия которого истекает в 2026 году. Здесь речь идет о том, что имеет смысл его продлить, поэтому придется вступить с Россией какие-то контакты, во всяком случае попытаться их начать до истечения срока действия этого договора, но тоже предполагается, что Россия, вернее Путин, начнет выделываться, и поэтому, как пишется в статье, нужно серьезно планировать на тот случай, если он начнет выделываться. И тут очень простое планирование, которое я вот видел собственными глазами. Когда вот выделывались в Советском Союзе, а Рейган взял и разместил Першинги, крылатые ракеты в Западной Европе на расстоянии 10 минут лета до Москвы и взвинтил гонку вооружений. И тут же в Кремле все протрезвели и проснулись. И у всех стала ясная голова. И куда только амбиции делись. Это при том, что тогда у Советского Союза, во-первых, экономика другая была. И был еще странный СЭВ, Совет экономической взаимопомощи, это альтернатива общему рынку западноевропейскому. И были страны Варшавского договора, теперь всего этого нет. А тогда оно было, и Советский Союз рухнул. То есть вот самый реальный и быстрый путь взвинтить, тоже если заортачиться, кремлевский гопник, взвинтить гонку вооружений, и тогда Раша рухнет гораздо быстрее, чем если этого не делать. В одном из предыдущих видео я приводил вам расчеты
американских экспертов, согласно которым, если Россия будет также тратить, а сейчас она тратит каждый третий рубль бюджета идет на военную авантюру, 30% бюджета, то уже в начале следующего года этот фонд так называемого национального благосостояния будет обнулен. И все, и приплыли. Ну, может, еще там где-то там подскребут нефть, там, газ и так далее. Но если взвинтить гонку вооружений и прижать их в плане санкций, как вот я говорил в предыдущих пунктах, то это гарантированно будет иметь место. Глобальный юг большую роль уделяет глобальному югу. Никогда такого не было. Где-то казалось там Африка, на Африку вообще внимания никто не обращал. Да с Азией тоже не особо. Латинская Америка считалась безусловной вотчиной, согласно доктрине Монро, Соединенных Штатов Америки. Теперь глобальный юг – это все более становится крупный независимый игрок. Почему? Потому что он может изменить баланс сил путем присоединения то ли к одному лагерю, то к другому. Этот так называемый глобальный мир, глобальный юг, в который на минуточку входит Китай, Индия, Бразилия, вот Мексика, их надо обхаживать. Ну, Мексика прочно привязана к Соединенным Штатам Америки, а вот остальные страны, это очень важно. Поэтому с ним нужно развивать отношения. Поэтому вот что пишется здесь. Я это процитирую. Понимая, что многие зрители этого канала проживают в Израиле, у них могут быть совершенно другие взгляды на этот вопрос, но я хочу, чтобы вы знали полет мысли, о чем здесь думают и как относятся к этому. То есть то, что я вам сейчас расскажу, это не мое личное мнение, не надо меня обвинять ни в чем, я цитирую. Так вот, цитирую, «Поддержка Вашингтоном безответственного правительства премьер-министра Израиля Нетаньяху еще больше подорвала доверие к Западу со стороны вот этого глобального юга. Поэтому что нужно делать? Чем больше Соединенные Штаты и их союзники смогут предложить глобальному югу на своих условиях, но что-то ему предложить хорошего, то и чем больше уважения они проявят к внешнеполитической автономии стран этого глобального юга, тем больше проблем с этим глобальным югом будет иметь Российская Федерация, потому что то, что она там делает, это фактически попытка неоколониализма или где-то что-то вот откусить. То есть там нет стратегии, абсолютно нет стратегии. Там то, что делает Москва, это то, что называется транзакционная политика. Вот сегодня есть такая возможность, ну давайте вот это сделаем, а что дальше будет, черт с ним. То есть нет системы, нет плана. То есть еще раз, вот она стратегия глобальному югу. Надо предлагать какие-то позитивные проекты для глобального юга и уважать автономность их политики. Вот я считаю, что это работает и неплохо работает в отношении Индии пока. То есть Америка не давит, несмотря на то, что 22-й, значительную часть 23-го года Индия, закупая энергоресурсы у России в больших объемах, фактически подрывала режим санкций и фактически работала на военную машину Путина. Но теперь ситуация меняется. Индия отказывается или сворачивает закупки российских энергоресурсов, индийские банки перестают обслуживать российские банки. То есть Индия и Индия, которая со времен Советского Союза вооружалась за счет советского оружия, и там все было завязано, комплектующие, это целая система, не так просто это все поменять. Постепенно все это переходит на западное оружие. Это медленно работает, это стратегическая политика, но она работает. Ну и дальше, господа, самое главное. Наиболее актуальной является дальнейшая поддержка Украины. Если Москва выиграет войну, ее усилия по переделке международного порядка ускорится. Россия, контролирующая Украину, будет чувствовать себя более уверенно, и она будет испытывать меньше проблем с ресурсами. Ее привлекательность как партнера для незападных государств того же глобального юга возрастет, в то время как доверие к Западу
в Европе и других странах будет подорвана. Глобальная игра России проходит через Украину. Именно здесь она должна быть остановлена. Вот, господа, последние два предложения. Вкратце суммировать, это и есть стратегия сейчас Запада, которая все больше принимает форму консенсуса в отношении российской агрессии в Украине. Вот на этой ноте позвольте закончить сегодняшний выпуск. И, как всегда, дорогие друзья, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!